Незаконный оборот наркотических веществ по всему миру приносит криминальным структурам до $500 миллиардов в год. Управление ООН по наркотикам и преступности информирует, что для нанесения существенного ущерба мировому наркотрафику спецслужбам необходимо перехватывать примерно 75% от общего объема трафика. Проблема в том, что сегодня конфискуют в лучшем случае примерно 35%. Мировое производство кокаина сосредоточено в Южной Америке. Кокаиновые кусты растут на плантациях Боливии, Перу, Колумбии, Эквадора и Венесуэлы. В начале 21 века на мировом кокаиновом рынке произошли изменения. Рынок США стал перенасыщаться всевозможными запрещенными веществами, в то время как потребление кокаина в странах Европы выросло втрое. Южноамериканские бароны стали искать новые пути на европейские рынки. Гвинея-Бисау – это маленькая западноафриканская страна, власть в которой целиком и полностью контролируют военные. С момента обретения ей независимости в 1973 году ни один избранный президент не находился у власти в течение всего своего президентского срока. Каждого благополучно свергала коррумпированная армейская верхушка. В 2013 году Соединенные Штаты признали Гвинею-Бисау наркогосударством, страной, существующей исключительно за счет экспорта наркотических средств. Управление ООН по наркотикам и преступности оценивает общую стоимость наркотиков, перевозимых через страну, в $2 миллиарда в год. В Гвинее-Бисау напрочь отсутствует экспортное производство, а половина населения старше 15 лет неграмотна. Более того, в стране проживает огромное количество племен, разделенных языковыми и традиционными барьерами. Ситуацию усугубляет география государства. Извилистые реки по всей стране делают местность труднодоступной и усиливают разрыв между племенами. Здесь необходимо отметить западную береговую линию страны. Ее широкие дельты являются идеальным естественным прикрытием для транспортировки наркотиков. Гвинея-Бисау расположена почти на равном расстоянии как от европейских, так и южноамериканских портов. Самолетам, перевозящим наркотики, не обязательно принимать меры, чтобы оставаться невидимыми для радаров. Часто их здесь просто нет, или банально отсутствует необходимое для работы электричество. Военная верхушка страны коррумпирована от и до, так что солдаты за определенную плату всегда готовы перекрыть все подъезды к аэропорту, чтобы никто не мешал наркоторговцам заниматься отгрузкой товара. В стране напрочь отсутствует военно-морской флот, способный противостоять катерам, груженным кокаином, а наркоторговцев редко привлекают к ответственности ввиду невозможности сбора доказательств и отсутствия мест лишения свободы. К 2007 году размер ежегодной перевалки кокаина в стране равнялся примерно 250 тоннам, принося наркобизнесу доход размером примерно $14 миллиардов США. По оценкам, 250 тонн – это примерно 13% мирового кокаинового потока. Политические деятели Гвинеи-Бисау относятся к криминальным структурам как к полноправным участникам формирования внутриполитического устройства страны, а они, в свою очередь, используют политические привилегии для активного развития бизнеса. Это ужасно сказывается на самой стране, так как южноамериканские дилеры стали рассматривать регион не просто как транзитный пункт, но и как потребительский рынок. По оценкам ООН, в 2011 году в Западной Африке было потреблено 13 тонн кокаина на сумму $800 миллионов США, что почти эквивалентно ВВП Гвинеи-Бисау. Учитывая отсутствие в регионе нормальной системы здравоохранения и ограниченное количество реабилитационных учреждений, распространение наркотиков оказывает серьезное воздействие на общество. 8% потребителей кокаина в мире являются выходцами из Западной Африки, и это число неуклонно растет. Наркотики убивают, а в перспективе и тех, кто просто занимается их перевозкой. Ни для кого не секрет, что ни одна страна в Латинской Америке не пострадала от наркотиков так сильно, как Бразилия, когда стала ключевой страной на пути кокаинового маршрута, где платой за перевозку наркотиков часто являлись те же наркотики. Это привело к тому, что Бразилия вышла на второе место по количеству употребляемого кокаина после Соединенных Штатов. То же самое происходит и с Гвинеей-Бисау, маленькой страной с населением в 1,5 миллиона человек, погрязшей в коррупции, военном произволе и наркотиках.
В 2019 году Колумбия опять произвела рекордное количество кокаина, во многом благодаря западноафриканскому транзитному пункту. И что хуже всего, вряд ли в ближайшее время что-то изменится. Большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, оцените это видео и поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и читайте нас в Telegram. Ссылка будет в описании. До новых встреч!